Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, но перед этим зашла за макияжем в салон. Сегодня 5 харизматичных бьюти-специалистов будут отличать дешевый мейк от дорогого, а мы с соведущей смеяться. Мы взяли 5 пар близнецов, и одного отправили на дорогую услугу, а другого на дешевую. Это канал Гоша Карцева, а я Гоша Карцев. Шоу «Ты модель или подделка?» Новый сезон. Выпуск про макияж. Советую предыдущие эпизоды, особенно про искусство. Привет, меня зовут Арюна Тардис, я диджитал-артист, креатив-директор. Фотограф, мейкап-артист, стилист по волосам, блядь, еще очень много разных штук. И очень хороший человек. Всем привет, я Владимир Калинчев, визажист. Аплодисменты для легенды! Легенда в здании. Меня зовут Вика Моисеева, она же Ковка The Cat. У меня такой смешной ник на ютубе. Я бьюти-блогер и бьюти-голик со стажем лет, наверное, 13-14. Я еще разработчик косметики. Если я не угадаю, мне кажется, у меня будут проблемы. Меня зовут Эрнест Монтаниоль, я визажист, мастер по волосам. Я занимаюсь фото, видео, съемками, работаю с глянцем, работаю со звездами. В общем, делаю все. Привет, я Лиза, бьюти-блогер. Проверяю самые вирусные бьюти-лайфхаки, самые хайповые бьюти-продукты. Мария Миногарова у нас сегодня в гостях. Очарована, околдована. Околдована. А дальше? А дальше не знаю. Мария, любишь макияж? Нет. Нет? Да, люблю, конечно. Я вообще люблю поярче, посильнее, пожирнее. Вон мне люди пишут, куда она так накрасилась? Везде. Ты знаешь кого-то из наших экспертов? Арюну знаю и Владимира Калиничева. Я вообще очень счастлива. Я надеюсь, что он смотрит. Он, естественно, смотрит. Я Владимир. так рад, что он приехал вообще. Он лучший, вообще любимый. Это был ведущий визажист Макс Фактор, который красил нас на топ-модель по-русски еще. Да. Ёба. Представляешь, я его знаю Да. дольше, чем тебя. Это правда. А ведь он тоже... Лысенький, талантливый человек. ты Первый хотела сказать. талантливый лысый человек был не ты в моей жизни, так что... Страшно. Это был Владимир Калиничев. Круто встретиться на этом шоу, вау! Я не знаю, чем отличается дорогой макияж от дешевого. Я уверена в том, что самой дешевой косметикой можно сделать потрясающий макияж. Дело только в руках. В основном дорогой макияж — это все-таки а-ля модный, трендовый, как правило, полегче, понатуральней. Непонятно, как определять, потому что иногда салоны ставят очень странную градацию макияжа и ценники на как бы мейкаперские процедуры. Никогда не определишь. Какой они косметикой пользуются, люксовой, не люксовой, сколько они обучались, в каком салоне работают, насколько они сильно себя ценят. Цена формируется уровнем мастера, к которому вы обращаетесь, продуктами, которыми будет работать мастер, его кейс. Наверное, из тех брендов, которые косметолог, визажист использует для того, чтобы тебя накрасить. А плюс ко всему, наверное, зависит от титулованности маэстро, лояльность к бренду. Макияж года. Макияж года, опять же, от Александра Кота, или как это зовут? Да, не помню уже. Григорий. Григорий Кот. Григорий Кот. Вот. И, наверное, из все-таки того места, в котором он работает. Что для тебя показатель, вот вообще вопрос не цена, что для тебя показатель хорошей работы? Я не могу долго краситься, если меня передержать, все, конец. Сколько максимум? Гейм-овер. Но я через час начинаю чувствовать, что все по пи***е идет. Час мне уже плохо. Да, то есть как бы 40 минут — это хорошо, 10 минут — это блестяще. Вот пока спичка горит, красим. Потом готово. Перед нами Алена и Анна. Кто-то из них сделал макияж в салоне почти за 8 тысяч рублей, а кто-то за 3 тысячи. Попробуй определить с нашими экспертами, какой дороже. Значит, вот у нас есть такой референс, замечательный, прекрасный, хороший. Сочный, да, сочный макияж. Референс не получился, потому что губы должны быть обведены темным цветом и заполнены блеском. Это не сделано. Тени попросили фиолетовые с коричневым, получились серые с каким-то асфальтным и болотным, и зеленый перелив в стиле известного визажиста. И нарумянили, и губы сделали, все. И насыпали пигментов. Молодцы какие. Здесь вот накрашены только глаза, и тон сделан. Как бы плоховато все, конечно, но... Ладно. Мне очень нравится, как сделали такую легкую дымку у нее под глазом, как растянули вот здесь тени. У Алены роскошные пигменты, сочные. Макияж глаз выполнен чисто. У Анны все выполнено небрежно. Мы видим по внутреннему уголку глаза, как сыпется
пигмент по лицу. Нижние ресницы не прокрашены, верхние ресницы прокрашены, но потом они стали запыленными в работе с тенями. Брови и подбровное пространство выглядит ужасно. Это прям очень плохо, дешево. И вообще, надеюсь, что это бесплатно было. У Алены брови сделаны изумительно хорошо, не перетемненные, нет ощущения трафарета. У Анны бровь не проработанная, не прокрашенная. Брови вообще у Анны не оформлены никак. Вы видите, что здесь что-то делали? Просто забыли, по-моему. Я не вижу. Мастер то ли не очень умел, не знал, как брови привести в порядок Анне, потому что они разные вообще. Ну, ничего страшного, так бывает. С моей точки зрения, лучше их вообще не делать, нежели сделать плохо, если не умеешь. Здесь у нас моментик с кожей. Проблема на лбу, можно было немножечко скорректировать. И, конечно, я прям не могу смотреть, у меня прям кровь из глаз. Кожа не доработана. Вот здесь вот сразу видны все нюансики. Я понимаю, рельеф не скрыть, да, но цвет можно прекрасно перекрыть. Куча консилеров существует. Так как у нее очень фактурное лицо, мне бы не хотелось на ней видеть ни капли пудры. Мне нравится больше, если честно, макияж, который справа. Здесь нет какой-то претензии на макияж в стиле худо бьюти с сильным контурингом или чем-то экстра ярким. Удивительно, но на Алене слева макияж за 3000 рублей, а на Анне справа за 7990. Пиши в комментах, отгадал или нет. Так, более дешевый макияж у Анны, дорогой у Алены. Блин, серьезно? Ну тогда на Анне очень недоработали. У Алены был бы дороже стоит. У Анны, да, дорогой? Да, у Анны. Ну, мастерам бы оторвать бы руки. Я уверена, что на Анне дешевле макияж. Какой салат там был, sorry. Давайте рискнем. На мой взгляд, у Алены был дорогой макияж. Но я считаю, что за 8000 должны как-то больше внимания уделять бровям. Я очень надеюсь, что дорогой образ это, который слева и на Алене. Грустненько, печально. Давайте дальше. Вот честно, слава богу, ты меня позвал вот в таком формате. не там. Я когда смотрела сумочки, у тебя там угадывали, как я была недовольна. Я не угадала ни одной сумочки. Я сидела и думала, господи, вот это позорище. Но я снимался в самом первом выпуске, и у нас там были всякие Triple S, Louis Vuitton, и вот это вот все Balenciaga, худи, и я половину не отгадал, прикинь. В этом, на самом деле, суть нашего ролика — это не доказать экспертность сложным путем, что, бывает, получается, и это совпадает, а поднять вопрос того, что ценообразование, оно очень часто такой мыльный пузырь, что в данном контексте, особенно в услугах, мне кажется, это наглости вопрос. Это Анна и Нина. На одной из них макияж от мастера с популярного сервиса услуг за 2800, а на другой за 9000 рублей из очень известного салона. Угадай, где какой. Мы с тобой, как профессионалы, теперь должны обратить внимание на брови, потому что я слышала, что все эксперты смотрят брови. А теперь я посмотрела на твои. Вау, у тебя как у Анны и Нины. Я так и знал, что мы сегодня борщанули. Видишь, ты эксперт. Вау, ты прям... Ну, хорошо. Черные глаза. Подходит. Сегодня настроение такое. О, тут хоть картинка красивая. Вечерний макияж, смоки. На первый взгляд, по чувствам, макияж, который на Анне, он дороже, потому что он аккуратней, и он не такой инстантный. Лицо не из простых, да, на лице присутствует асимметрия губ. Мне нравится, что, учитывая это, губы Анны не были сильно окрашены. Я люблю пухлые губы. Мне то и то нравится. Явно дороже макияж губ у нас на Анне. Но вот Нина, губы видно, что одна левая, другая правая. Потому что многие мастера, так же, как и девушки сами, они рисуют всегда одну половинку карандашом ведут от уголка наверх, а вторую сверху вниз. И у нас одна половинка получается полукруглая, а вторая прямая. Это физика руки. Чтобы были обе полукруглые, надо от углов вести наверх. У нас рука так движется. Получается всегда полукруг. Хотите прямые, сверху вниз. Рука так двигается. Вот и все. Скажи, какой кайфовый совет. Какой же ты молодец, Володя. Анна, мне нравится, как у нее растушеваны тени и как накрашены ее глаза. И, в общем и целом, макияж достаточно неплох. Смотрится профессиональнее, аккуратнее, менее грязно. То есть здесь хотя бы есть в черном глубина какая-то. Дороже ресницы, явно дороже ресницы. Брови
создают, вот что у Анны, что у Нины особенно, печальный взгляд. То есть они как-то очень слишком опущены таким домиком вниз. Я бы так низко кончик бровей не опускала, если бы я их красила. Но вот, мне кажется, Нину сделали прямо старше, чем она есть. А старше я даже объясню, почему. Потому что неправильно сделаны румяна не на том месте. У всех страдает коррекция носа, она видна. Не нужно делать коррекцию носа. Я не понимаю, зачем ее делать. Это всегда грязь, потому что используют неправильные оттенки. Если делается коррекция лица, то оттенки, которые нужно использовать для коррекции, это серо-коричневый. А сейчас это просто как бы ощущение, что некий бронзант взяли и чуть-чуть так носик подделали. А давайте вот здесь посмотрим. Мать моя женщина. Ой, посмотрите. Вау. Тон по своей основе не подходит с уходом под. То есть, когда ты делаешь там силиконовую основу, у тебя база на силиконовой основе, если ты там на водяной основе тональник берешь, он у тебя вот так вот скатывается и расслаивается, потому что базы, они не подходят. Чтобы сделать идеальный макияж, мы берем у Анны тон, мы берем глаза, мы берем брови, у Нины берем нос и губы. Ничего. Вот так. На Анне слева макияж за 9000 рублей, а на Нине справа за 2800. Вау! Я бы заплатил за макияж Анны 9000. Да, это верно. Правильно? Я ставлю на то, что макияж Анны дорогой. Ура! Ура! Здравый смысл в этой паре восторжествовал. Наверное, за 9000 на Анне. Да, это правда. Нина у нас сэкономила на макияже, а Анна за 9000 пошла наслаждаться своей жизнью. Анны макияж гармоничный. Мне кажется, что он чуть дороже. Это мое личное ощущение. Не факт, что это так. Ну вот, хотя бы чуть-чуть. Про брови я хотела сказать. Вот тоже. Меня, как нарощенные ресницы, меня бесят. Меня вымораживают идеально сделанные брови. То есть мы... Что ты имеешь в виду? Вообще ничего плохого. Ну, я в мейке вообще не силен, если честно. А по бровям так и не скажешь. Что я ждал, когда тебя звал, правильно? И вот этого и ждал. Говорить о преимуществах онлайн-шоппинга можно бесконечно. Магазины работают без выходных, в них нет очередей, а отзывы на товары мы узнаем в считанные секунды. Как выбрать удобный сервис и где именно покупать одежду, товары для дома или бытовую технику. Меня, например, выручает Мегамаркет. Здесь огромный выбор товаров и постоянные скидки. А до конца мая действует повышенный кэшбэк до 50%. Вот классика на весну за 11 тысяч вместо 15 тысяч рублей. За покупку этой пары я получу 3500 бонусов. А за покупку такой модели со скидкой 26% получу аж 3084 рубля бонусами. И потом все свои бонусы я потрачу на следующие покупки. Кстати, можно оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами Сбер спасибо. На Мегамаркете вы найдете все необходимое, чтобы радовать себя и близких как можно чаще. Здесь широкий ассортимент товаров от косметики и ювелирных украшений до техники для дома. Есть возможность заказать зарубежные бренды. Для всего этого разнообразия действуют скидки, суперцены и новые акции. Доставка бесплатная более чем в 1000 городов России, от Калининграда до Хабаровска. А если вам необходимо получить заказ в кратчайшие сроки, то можно воспользоваться опцией «Доставка по клику». И ваши покупки привезут в течение 15-30 минут. С Мегамаркетом у вас получится не только сэкономить, но даже остаться в плюсе. Переходите по ссылке в описании и получите до 50% кэшбэка за ваш заказ. Ну а по промокоду MyMay новые пользователи получат 1000 рублей при покупке от 4000 рублей. Скидка и повышенный кэшбэк, кстати, суммируются. Это Полина и Кристина. Одна сделала мейк за 2000 рублей в сетевом салоне, а другая за 7000 в премиальном салоне в центре. Сможешь определить? Ой, божечки. Нет, ну шикарно. Люди в здравом уме хотят такой нос себе иметь, да? Но с тоном не дружит никто. Полине повезло чуть больше. Посмотрите на ее кожу, она буквально сияет. Все у нас блестит. Карандашик нюдовый, все подчеркивает. Здесь у нее в носогубках ничего не западает, это значит, что ей до этого хорошо увлажнили кожу. Покрытие тонального крема очень живое на Полине. Кожа выглядит намного натуральнее, но, тон подобран абсолютно неправильно. Это прям очень плохо. Шея, запомните, друзья, шея — это продолжение лица. Здесь шея — это не продолжение лица, она белая. Давайте перейдем к Кристине. Вот Кристиночка у нас
попала. Все в пятнах. Как бы это не румяна, и здесь вот такой след на носу, и на щеку выходит, как будто очки были. От очков иногда такой след остается, его не заделали. И тут голая кожа я вижу сбоку, потом идет опять какая-то коррекция. Пятна на лбу от коррекции. Опять же хотели сделать коррекцию формы лица, но получилось 2 пятна. Даже боковая вот линия нижней челюсти другого цвета у человека, нежели шея. Ну, у бедной Полины такая же история. Коррекции мне нравится, макияж глаз мне нравится, он поярче. Ну, то есть макияж Полину преобразил, но не считая темного оттенка кожи. Хотя я, если честно, точно так же себе и делаю. Я всегда использую тон темнее, чем я есть. Но я как бы за это визажисту не плачу. Это мой выбор. Может, мы не красим шею, чтобы не пачкать майки? Ну, возможно, так. Ну, собственно, здесь мастера молодцы. Какой нос вот увидели, такой и нарисовали, девочки. Здесь вообще. Это надо быть так в себе уверенным, таким мастером, чтобы рисовать носы. У Кристины достаточно жестким пятном положены тени у внешнего уголка глаза. Мы это видим, что растушевка плохая. Пигмент светлый на подвижном веке расположен неравномерно. Здесь макияж глаз выполнен хорошо. Видно, что растушевка, видно, что равномерный пигмент. Мне нравится ресничный край, который был получен. Мне нравится то, что прокрашены нижние ресницы, очень деликатно были наклеены пучки. Очень классно, аккуратно сделаны глазки, сделан контур глаз. Брови, не знаю, одна левая, другая правая. Брови Полины не проработаны, очень слабенько. Несмотря на то, что макияж натуральный или макияж нюд, данные брови можно было слегка проработать. Если не карандашом, то хотя бы взять гель с оттенком. Вот у Кристины брови проработаны. Вот тут как раз произошло то, о чем я вам говорю. Слева на Полине макияж за 7000 рублей, а справа на Кристине за 2000. Удивительно. Не знаю. В общем, наверное, у Полины так или иначе подороже макияж, потому что трудов на нее затрачено как будто бы больше, чем на Кристину. Ура! Так, хорошо, 2000 Кристина. Не может этот макияж стоить 7. Если так бывает, то это прямо ужас. Я надеюсь, что дорогой макияж у нас у Полины и дешевый макияж у нас у Кристины. Ура! Но тон все равно это не объясняет. Почему такой оттенок в такой дорогой текстуре? Что с цветом? Считаю, что у Кристины, видимо, попала в губы более дорогостоящему специалисту. Ну, вот момент интересен. Не знаю. Ну, как я не знаю? Я знаю. Все безрукие. Я считаю, что Полиночка у нас потратила больше денег на макияж, чем Кристина. Вот макияж за 2000. Хотя, с другой стороны, да, кто мы такие, чтобы сидеть и осуждать? 2000, может быть, девочка только учится, верно? И ей просто случайно не повезло попасть в ролик Гоши Карцева. Короче, мы все поняли. У той, которой скользкое лицо, той богаче макияж. Ну да, потому что когда ты сытый, ты... Какая-то такая логика. В жизни вообще я не увидел разницы никакой. Если честно, ну прям для меня оба они были как будто, ну, макияж и макияж. Слева Саша, а справа Даша. На одной мейк за 11 600, если что, из очень пафосного салона. А на другой за 4000 рублей. Будет сложно. Так, Я в нетерпении. Красные сочные губы. это вообще... Я прямо завис. Так, почему-то никто не угадывает с тональным кремом. Не пойму, в чем проблема у людей. Тут вот визажист попробовал вот тон протянуть даже на шею. Лайк. Почему-то, в принципе, смотрится Саша намного свежее. Нужно коррекцию, да, скул, щек, делать выше, тогда человек, получается, лифтинг-эффект, и он сразу выглядит моложе, подтянутее. Мне нравится, что ей сделали именно такой контуринг, все достаточно мило. Макияж на Саше намного аккуратней, намного лучше текстура кожи и дороже ресницы, и даже тени как-то люксовее выглядят. Когда глаза были закрыты, у Саши очень неплохая растушевка теней. У Даши жесткая линия карандаша, и поскольку века немножко опущены, и она такая вот как бы прочерченная стрелка, вот сейчас видно, то и глаз получился вниз пошел. Мы не украсили девушку вообще. На закрытом кажется, что все красиво идет наверх. Как только глаз открывается, все идет вниз. У Саши как бы мягкая, хорошая растушевка. Даже вот тоже стрелка вроде бы и сделана, но она растушеванная. Почище получается, помягче.
Здесь у нас виден клей. Ну нет, реснички хорошие, реснички приклеены хорошо. Макияж ей подходит. Мне нравится, что ей добавили тут шиммер на глаза. Реснички у нас ей наклеили, да? Густые, красивые, приятные. Мы не видим тут клея для ресниц, что очень круто, очень мило. Мне нравится. Глаза Саши выполнены хорошо, со вкусом. Мне нравится растушевка, то, как идет эта самая темная от ресничного края, продолжая расходиться в дымку на нижнем и на верхнем веке. Мне нравятся брови. Они легкие, не перегруженные. У Дарьи брови не расчесанные и не дали направления. Красный оттенок. Возможно, я бы сделала его похолоднее. Красные губы — это дорогого стоит. Уметь наложить красную помаду — признак профессионализма. Здесь форма губ не найдена, форма губ не выразительная, не модная никакая. Здесь все намного лучше. Почему? Потому что форма губ хорошо выполнена, симметрична. Ой, на Саше слева мейк за 4000 рублей, а на Даше справа за 11 600. Я в ахуе. В общем, по всем, мне кажется, показателям вкуса и адекватности, и стойкости. На Саше более дорогой макияж, а на Даше он и с меньшим вкусом сделан, и сильнее скомкался. Вот, видите, я же говорю, что может так получиться, что мастер, который в недорогом сегменте, больше старается. Так, ну не знаю, давайте дорогой будет у Саши. Вот тут, конечно, не угадаешь. На Саше дорогой макияж, на Даше чуть более дешевый. Но... Что? В целом я голосую за макияж Саши, и губы выполнены изумительно, и тональное средство подобрано хорошо. Ну вот. Надо, в общем, гнать всех, кто занимает дорогостоящие места в салонах, и приглашать других мастеров. На Саше дорогой макияж, на Даше дешевый. Да вы что? Судя вот по предыдущим визажистам, которые красила Александру, надо повышать ценник. Ну, как бы... Высокая цена, как видно, не гарант вообще красивого макияжа. Ну, вот ни разу. Они хорошие девочки, они состоятельные, это видно по ним, они ухоженные, у них дорогая одежда. И они прям, ну, типа, они расстроены были. Они говорят, мы никогда так плохо не выглядели. Я когда мне не нравился макияж, я всегда говорила мастерам, я говорю, послушайте, после макияжа я должна стать красивее, а не накрашенной. То есть задача не в том, чтобы реально. нанести на меня все, что у вас есть в каждой банке. Чем меньше косметики, тем, наверное, иногда их хорошо. Лучше меньше, да лучше. Да. Супер игра. Здорово, пацаны. Это Влад и Роман. На одном грим за 2500, а на другом за 500. Ваши предположения? У Романа все намного свежее и интереснее, потому что у Романа кожа изначально намного лучше. У Романа явно не доработали, потому что у него прыщик, 2, и консилер скатался на веках. Ну, как бы такое. Такой странный момент у Романа, недоделанное веко верхнее. Собрался тональный крем в складочках. И когда он закрывает глаза, видно. Под глазом, вот под одним я вижу количество консилера либо тонального крема, который тоже не заделали, а он собрался в складочках. Роману не замазали прыщи. Возможно, Роман больше за natural beauty, но... Здесь я вижу залом с косметикой, и вот здесь очень сухо. Это значит, что не сильно увлажнили кожу перед. У мастера проблемы с тоном. А вокруг губ по складке мимики вот здесь вот тон собрался, с этим ничего не сделали. То есть, когда у вас есть вообще носогубки, эти места мы максимально увлажняем и минимально наносим тон. Мне не нравится в работе слева то, что кожу немножечко, так скажем, подубили, немножко перематировали, но все остальное аккуратно, здесь прям сделанные брови такие. Брови вообще никак не уложили, вот здесь чуть-чуть уложили у нас, да, у Влада. У Романа такие растрепыши. Несимметричная вообще вся история у Влада, что касается скул, коррекции скул вообще. Одна ярче, другая темнее. Нос половина накрашен, половина не накрашен. Я сейчас разнесу прям в пух и прах. У Влада заметная коррекция. Смотрится
Мне кажется, по-женски, потому что у мужчины она должна идти чуть-чуть ниже и прям обрамлять скуловую кость. Я безумно не люблю, когда мужчинам подчеркивают скулы таким вот рыжеватым коричневым оттенком. Это пятна, их сразу видно. Лицо Романа выглядит свежее и естественнее, потому что нету коррекции. Настя выкладывала у себя в сторис несколько мыслей на тему мужского макияжа. Там расписала, правда, что как-то должен быть обратный какой-то контуринг, как-то иначе. И что это у мужчины и у женщины совершенно разный, как это называется, контекст макияжа. И я даже глядя на одну из фотографий наших мальчиков, вот сразу же об этом подумала. Я сейчас уже перестал просить контуринг какой-то, то есть все время хочется же худее казаться в кадре. Такое бывает со мной, творят. Да, там полностью вообще, типа, я за тебя умру. Понимаешь, начинается. Крайне редко умеют красить пацанов. И мне безумно понравилось, как меня покрасили у тебя в выпуске. Во-первых, это было 10 минут. Во-вторых, просто, типа... Я загорелый, свеженький там вообще. Это было офигенно. Я тебе говорю, пока спичка горит, красим. Да. Рисовать носы вообще неблагодарное дело, а здесь вообще нос весь в пятнах. Из прямого носа, видите, получилось световое пятно, вот такая вот штука, колбаса такая странная. И очень темные вот эти части, которые зашли уже не на боковые поверхности носа, а аж на фронтальную часть щеки, что тоже странновато. И хотели сделать как лучше, а и в одном и втором случае получился нос вообще кривой и странной формы. Слева Влад. На Владе мейк за 2500. Справа Роман. На Романе мейк за 500. Владу повезло, у него макияж дороже. Ну, Роман поэтому так и улыбается. Для меня работа, которая на Романе, это дешевая работа, и работа, которая на Владе, это работа дорогая и выглядит более брутально, мужественно. Ура! Я угадала! Я бы, наверное, выбрал там, где меньше всего сделано. Пусть будет Роман подороже. Тут надо наоборот, чем больше сделано, тем дороже. Потратили больше косметики. Пресс потратили на Романа 500 рублей, а на Влада 2500. Я голосую за работу визажиста именно на лице Романа. Вполне вероятно, что мастер, который работает в салоне, куда вы отправляли ребят, он не работает на съемках. Это тоже момент, потому что если бы мастер работал на съемках, он бы не сидел в салоне. Соответственно, этот мастер не понимает то, как должно выглядеть лицо именно с точки зрения видео- или фотосъемки. Ну, смотри, одному прыщи не замазали, другой, ну, правда, RuPaul Drag Race, поэтому, как бы, оба варианта недоработаны, но я согласна с экспертами, они правильно. Я тоже с ними абсолютно согласен. Ну вы тоже, да, странно. Зачем человек просит 500 рублей? Ну вот прыщи не замажут, но коррекцию какую-то могут сделать. Я вообще не знаю, что можно купить на 500 рублей в наши дни. Ну, 2 кофе. Но я думаю, знаешь, что прикольно? Это начинающие же в любом случае мастера. Пробуют, может быть, сами тестят, Да, им набивают, еще и 500 на 2 руку. кофе. Ну да, и ты как бы и косметику себе новую купишь, еще целый чемодан маленькой феи. Прикольный пример для зрителя. Если вы не понимаете, как выглядит мужской макияж, посмотрите на Эрнеста внимательнее, потому что он в мейке. И вот на нем вообще его нет. Ты не видишь его в кадре. Выяснилось, что не всегда в дорогих салонах вам сделают очень качественный макияж со вкусом, который будет стойким. Для того, чтобы не выглядеть так, как наши модели на работах, которые мне не понравились, которые выглядят более дешево, подписывайтесь на мой канал. Коллеги, дорогие мои мастера любимые, аккуратно работайте и правильно подбирайте продукты, пожалуйста. И умоляю вас, растушевывайте тональный крем на шею обязательно. Не забывайте, не может быть белая шея и желтое лицо. Так не бывает. 21 век на дворе. Будьте аккуратны, пожалуйста. Работайте красиво. Мне бы хотелось, чтобы мастера оценивали свою работу объективно, и если вы прям чувствуете, что ваш макияж стоит там 11, 15, 20 тысяч, смело берите эти деньги. Если к вам не хотят идти, показывайте им картинку за 600 рублей и говорите «Live your life, good luck». Дорогие друзья, я желаю вам прекрасных макияжей, увлажненной кожи, потрясающего, дорогущего ухода за лицом. Жизнь одна, кайфуйте. Ребятам, профессионалам, визажистам, тем, кто учится, тем, кто пытается в этом разбираться, бьюти-блогерам — это моя отдельная любовь. А давайте будем смотреть на макияж с разных точек зрения, понимать, что не всем нужна коррекция. То есть должно быть больше понимания вкуса,
меры и насмотренности. Потому что макияж, знакомство с родителями, макияж на вечеринку, макияж перед бурной ночью — это 3 разных макияжа. И помните, что макияж есть не что иное, как социальная маска. Высокий ценник не гарант хорошей услуги. Но это и так было понятно, просто лишний раз в этом убедились. Я бы, прежде чем идти на услугу, внимательно бы просто ознакомилась с портфолио и, наверное, брала бы себе мастера по отзывам знакомых. Как ты думаешь, вот моя сестра Лиза идет на макияж в Владивостоке. Как не напороться на цена-качество несоответствие? Ну, есть один способ. Если вы впервые с этим мастером встречаетесь, не нужно просить его сделать макияж, который хотите вы. Попросите его сделать макияж, который умеет делать он. Скорее всего, будет больше шансов того, что получится хорошо. Вот, и я про это же. Я считаю, что в любой профессии, особенно когда это профессия техническая и такое как бы прикладное искусство и ремесло, ее нужно совершенствовать. Да, кроме всяких технических особенностей, то нужно еще, конечно же, тренировать глаз, безусловно, и пробовать, экспериментировать. Тут вопрос, мне кажется, не в цене, а именно в жадности к информации и к опыту. Но лучше не экспериментируйте перед важным событием, попробуйте, протестируйте что-то. Ну а если уже пришли, то, правда, берите сильно от этого человека, не нужно его менять. И если он специалист Smoky Eyes, просить рисовать ему белые брови. Ну, какая-то такая тема, да? Согласна, да. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. И меня просто бесит, я не могу красить, я не могу, мне столько времени этому уделять, поэтому цените людей, которые этим занимаются. Вот главное. А то мы знаешь, что все сели два главных ментора. Цените людей, которые вас делают красивыми. И просто нужно найти своего человека. Иногда это много разных людей, иногда это один единственный. Конец? Надо уходить на пике. Нет. Все, пока. Пока. Ну и за вчерашние новости со мной обязательно посмотрите. Конечно, посмотрите, там он верховнейший выглядит, накрасили, как лучшего. Да, кстати, сравните мой этот мейк сегодня с тем мейком, потому что, тот мне прям супер понравился. Да, это тебе Свет понравился. И свет мне тоже там понравился. Извини, у нас чуть-чуть разные Ну, вещи. у вас Да, другая да, стилистика, да. да. Мария, Я спасибо. лучше выгляжу обычно. Спасибо большое, что пришла. Пока! Пока! Спасибо! Так, не дергаться. Всем макияж! Всем макияж. Ну, у Влада очень сильно нарисованные скулы. Я не могу сказать, что очень сильно. Мне просто сейчас Гоша это подсказал. Я могу сказать, знаешь как? У тебя на каждой съемке, посмотри, у тебя тоже нарисованы скулы и брови. Поэтому вопросов не имеется, я считаю, окей?